Вот это голубь, который разбирается в искусстве. А это обезьяна, которая умнее студентов из Японии. Удивлены? Сегодня я расскажу вам о невероятных животных, которых можно считать за гениев. Кракен-интеллектуал. Пришельцы живут не только на далекой планете Нибиру. Этот монстр обладает уникальным интеллектом среди беспозвоночных. Вы только посмотрите, что он творит. Кажется, в водном царстве тоже есть свои цыгане. Осьминоги обладают поразительной сообразительностью. Они строят укрытия из камней, раковин и из всего, что плохо лежит. Если им не хватает корма, они возьмут его у рыбаков. Если вы не можете открывать банки, вот вам совет. Заведите себе осьминога. Он с легкостью расправится с любой тугой крышкой. Этот восьминогий моллюск знает толк в маскировке. Такого монстра не испугаешь, но иногда даже самому дерзкому главарю банды нужно залечь на дно. Наш осьминог не исключение. Вы думали, головоногие не эволюционируют? Как бы не так. Осьминог Отто из океанариума в Кобурге пытался разбить стекло камнями, а его сородич из Новой Зеландии пошел еще дальше и в 2016-м сбежал из аквариума в море через канализацию. Легенда о воронах Тауэра — это не все интересное об этих птицах. Что, если я скажу, что воронье может ставить эксперименты? Да-да, вы не ошиблись. Только посмотрите. Ворон показал, как использовать закон Архимеда. Как они это делают? Он бросил камень в сосуд с водой, чтобы та поднялась и дала возможность ухватить плавающий на поверхности кусочек пищи. Уникальная сообразительность. В бытовых вопросах вороны тоже очень изобретательны. Например, они бросают орехи под колеса автомобилей, чтобы открыть их, или находят на улице яркие безделушки для своей второй половинки. Мегамозг с хоботом. Все контролирует и помнит не только твоя мама. Существует мнение, что слоны никогда ничего не забывают. Недавние исследования ученых только подтверждают это. Оказалось, слоны помнят товарищей, с которыми они провели какое-то время. В 1999 году в заповеднике слонов штата Теннесси жила слониха по имени Дженни. Самка очень оживилась, когда в заповедник прибыл новый слон Ширли. Работники заповедника всерьез занялись изучением биографии этих животных. Когда-то эти двое выступали в одном цирке всего несколько месяцев, но 22 года назад. Эмоциональный интеллект слонов невероятно высок. Слоны выражают оттенки эмоций, а в тяжелых ситуациях даже плачут. Взаимопомощь и сочувствие не чужды этим толстокожим гигантам. Но что, если я скажу, что слоны способны хоронить своих сородичей? Они могут часами стоять у тела умершего и поглаживать хоботом его кости. Слоны определенно не бескультурные животные. Если слоны для вас живут только в цирке, я покажу вам нечто невероятное. В 2009-м 7-летний азиатский слон использовал большой пластиковый блок, чтобы достать фрукты на высоком дереве. Как он догадался? После нескольких дней безутешных ожиданий слон перевернул большой пластиковый блок и наступил на него, чтобы достать фрукты. Кандула повторил этот трюк с другими инструментами и даже придумал, как складывать блоки, чтобы дотянуться еще выше. Солдаты и альтруисты. Все мы видели дельфинов на отдыхе. Эти млекопитающие умеют виртуозно подражать. Они точно копируют движения человека-тренера. А это непростой навык, требующий серьезных интеллектуальных усилий. Подобно актерам, дельфины не скупятся на эмоции. Они умеют проявлять сочувствие, грусть и радость. И это еще не полный список их талантов. Как и некоторые люди, дельфины обладают отличными вокальными данными. Каждый представитель имеет свой уникальный голос. Свист. В Индии даже признали дельфинов личностями и запретили дельфинарии. Способности дельфинов на этом не заканчиваются. Дельфины настолько умны, что служат саперами в армии. В это сложно поверить, но со времен Холодной войны их регулярно используют для обнаружения подводных лодок и подводных мин. Некоторые виды дельфинов были обучены помогать даже в исследовании океана. Но их родня пошла еще дальше. Касатки разработали стратегию охоты на разных животных. Косяки рыб они загоняют к берегу, морских львов хватают прямо с лежбищ, а при охоте на тюленей устраивают цунами и смывают добычу со льдины. Разумность касаток не оставляет сомнений. В их стаях царит матриархат. Все члены очень привязаны друг к другу, а молодые и здоровые заботятся о старых и больных. Среди животных тоже есть свои гении. Я покажу вам обезьяну, которая оказалась умнее студентов Японии. Шимпанзе по имени Аюму в тесте на способность к запоминанию опередил японских студентов. Шимпанзе смотрит на экран меньше секунды и запоминает последовательность изображенных на нем чисел. А когда они закрываются белыми квадратами, безошибочно восстанавливает их в правильном порядке. Вы только посмотрите на это. Среди животных тоже есть свои гении Эйнштейны. Ничуть не отстает и орангутанг от своего одаренного собрата. Он отлично копирует
копирует поведение человека, способен обучаться игре и другим навыкам. Например, может усвоить, как использовать гвоздь и молоток для соединения предметов. Может, обезьяны заменят гастарбайтеров? Гении на четырех ногах. Их разумность ученые сравнивают с интеллектом двухлетнего ребенка. Самый обычный пес знает 165 слов и понятий. А самые умные, да, и вовсе до 250. Собаки могут считать до 5 и выполнять вычисления в этих пределах. Есть мнение, что арифметику они учат, считая членов семьи. Дети приобретают такие навыки лишь в 3 или 4 года. Мимика собак проста и понятна. Хвостатые радуются, злятся и даже умеют хитрить. Во время игры обманывают других собак и людей, чтобы получить награду. О преданности собаки ходят легенды. Это единственный зверь, который готов пожертвовать жизнью ради своего хозяина. У собак есть особый инстинкт, направленный на защиту хозяина любой ценой. Чего только стоит история несчастного Хатико. Главный признак интеллекта слышно на каждом шагу. Кошки участвуют в экспериментах, пока у них есть настроение. Изучать их еще та задача. Но эта независимость сама по себе есть признак незаурядного ума, утверждают ученые. Кроме того, о высоком уровне интеллекта свидетельствует знаменитое кошачье любопытство. Любой катаман согласится, что его пушистый друг еще тот ревизор. Кошки всю жизнь пребывают в твердой памяти. Ваш Мурлыка помнит события его жизни около 10 лет. Берегитесь обижать его. Кошки настолько умны, что, кажется, делятся интеллигентностью с хозяевами. Ученые из Бристольского университета обнаружили удивительную закономерность. Котовладельцы чаще имеют ученую степень или высокую профессиональную квалификацию, чем любители собак. Совпадение? А вы как думаете? Давайте обсудим это в комментариях. Хитрость у них в крови. Белка песенки поет, да орешки все грызет. Если вы думаете, что животные умны и сообразительны только в сказках, спешу вас разуверить. Мозг белки размером с горошину, но это совсем не мешает ей иметь феноменальную память. Зимняя заначка белок состоит из 3000 желудей и орехов. Местонахождение каждого из них белка вспомнит даже спустя 2 месяца. Для поиска тайников грызуны используют разные тактики и легко переключаются между ними. Вы все еще думаете, что мы умнее белок? Вас обманули. Эти зверьки перемещаются в пространстве с бешеной скоростью. Их скоростному мышлению и координации можно только позавидовать. А ты даже не размялся с утра. Белки едва ли не самые хитрые животные в мире. Они проявляют невероятную изобретательность, чтобы защитить свои припасы от воров. Заметив, что за ней следят, белка притворяется, что прячет пищу, а потом переносит орех в другой тайник. Это вам не хомячки наивные. Непонятые гении. А что, если я скажу, что голуби не тупые? Вы наверняка посмеетесь. Интеллект этих гулек стремится к бесконечности. Их интересует только хлеб и семечки. Я поспорю. Недавно выяснилось, что голуби не глупее искусственного интеллекта. Вы удивились? Они прекрасно справились с заданием на визуальное восприятие. Ученые предложили 24 голубям распределить по 2 разным категориям разноцветные линии и геометрические фигуры. При успехе голубю давали корм, при неудаче он ничего не получал. Авторы исследования обнаружили, что голуби думают и учатся новому так, как это делает искусственный интеллект. Невероятно, но факт. Способ проб и ошибок, а также метод сравнения помог этим пернатым справиться с задачей на все 100. По тем же алгоритмам обучается и Алиса у тебя в телефоне. Но и это еще не все. Голуби дадут фору даже именитым искусствоведам. Да, вы не ослышались. Простая гулька с твоего двора может распознавать и оценивать произведения искусства. Это подтверждают ученые. В 1999-м биологи из японского университета Кейо показали голубям по 10 картин Пабло Пикассо и Клода Моне. Спустя пару минут птицы уверенно отличали полотна этих мастеров от множества других и редко путали 2 художников. Поразительно, не так ли? Да, мы порой принимаем гениев за чудаков. Мы просто недооценивали этих голубей. Голуби — древнейшие почтальоны. Испокон веков человек использовал их для пересылки сообщений. Признайтесь, вы не знали почему. Ученые уверяют, эти пернатые способны ориентироваться по солнцу, прокладывать многочасовые маршруты и запоминать местность. Их мозг обладает прекрасным чувством карты и внутренним компасом. Надеюсь, теперь мемы про голубей не вызовут у тебя гомерический хохот той самой распиаренной чайки. Мерзость с мозгом. Помните поговорку «крысы первыми бегут с тонущего корабля»? Крыса способна не только устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, но и предвидеть многие события. Об этом говорят многие факты. В Сталинграде перед бомбежками наблюдался самый настоящий исход крыс из города. Прошедшие войну моряки рассказывали, что крысы убегали не только с тонущих судов, но и с кораблей перед торпедной или воздушной атакой. Крысы совершенно не боятся радиации. Они способны ощущать рентгеновские лучи, что недоступно восприятию ни одного живого организма. Даже самый высокий уровень излучения их не берет. Стоит задуматься насчет баек про чернобыльских крыс. Хотя, кто знает, кто знает.
В китайской культуре крысу неспроста включили в небезызвестный в мире календарь. Несмотря на небольшой и не самый сложный мозг, крысы отличаются редким умом и способны распознавать яды и ловушки. А напоследок я покажу вам кадры, которые наверняка поразят вас. Вы знали, что индийцы поклоняются крысам? В Индии существует целый храм, посвященный полчищам этих зверьков. Хорошую религию придумали индусы. С отвращением скажете вы. Я скажу больше, им еще наливают молоко, приносят еду и молятся на них. Я даже не заметил, как перерожденный пробежался у меня по ноге, а потом и вовсе пополз по штанине, пытаясь вскарабкаться мне на плечо. С ужасом вспоминает русский турист Сергей Строителев, побывавший в этом храме. Любишь животных? Тогда подписывайся на Animal Fact. Все самое интересное из мира таинственной фауны у нас на канале. Нажимай на колокольчик и смотри свежие видео первым.